По городу на этой коробке также приятно ездить, как и по трассе. 140 километров, 3100 оборотов. Давайте до максималки разгонимся, что ли. В предыдущем видео мы пообщались про шестиступенчатую коробку ARX от 2.5 TDI. Я ее установил на двигатель 2.6 ABC. Мне многие в комментариях сделали замечание, якобы для чего ты ставишь на такой овощной двигатель такую длинную коробку. Для чего ты это делаешь? Эта коробка должна стоять на 2.2 турбо, на 4.2 S-очной версии. Я сейчас объясню, для чего это делается. Это делается для того, чтобы продлить срок службы двигателю, срок службы маслу и увеличить ресурс. Это делается для того, чтобы можно было на 5-й передаче ехать по трассе и не париться за движок, что он перегреется, что масло коксоваться будет. Ведь если вы ездили на 2.6 и родной коробке CDX, которая по заводу устанавливается на 2.6, вы знаете, что при 100 км в час у вас стрелка тахометра уже 3200 оборотов. Даже в Google, если вбивать 5-я передача, обороты 2.6, там такой частый вопрос, почему такие высокие обороты. Многие думают, что это неисправность. Нет, это не исправность, просто коробка CDX, она создана для города, она не для трассы. Если вы будете ехать не 100 км в час, а 120-130, как едут все по скоростным трассам сейчас, у вас будет 3700-3800 оборотов, а там на опережениях до 4000 будет доходить. Согласен, короткое превышение оборотов на такую отметку, даже на 5000, ничего плохого не делает для двигателя. Но если вы будете ехать час-два, а то и 4 часа на такой скорости, скажем, на море или там по делам в соседний город, на оборотах 4 до 4000, представляете, что у вас там будет происходить с кольцами, с поршнями, с маслом вашим. Вы будете масло менять каждые 4000 километров. И не дай бог вы контрафакт зальете, так у вас и на первые 1000 что-то нехорошее, не дай бог, произойдет с двигателем. Поэтому я ищу пути выхода, потому что уже был случай, ищу пути выхода, чтобы ехать и не переживать за двигатель. Вот коробка ARX, она действительно подошла. Если бы у меня в основном только трасса была, я бы, наверное, ее оставил. Но у меня есть и город, наверное, более половины города, поэтому я ищу другие варианты. Сейчас я установил коробку DHL. Коробка DHL от Passat B5. У Passat B5 есть такая пара 1.9 TDI и коробка 5-ступенчатая DHL. Вот эта коробка по колоколу один в один подходит к нашему двигателю на сотке А6, двигатель 2.6, 2.8. Вот, на этот двигатель можно без каких-либо переделок установить коробку. Единственное, что понадобится, это лапы крепления от вашей старой коробки остаются. Вот, и кулисы, соответственно. Все подходит. Все болты, все соединения, сцепления, все. Ничего нового ставить не надо. Один в один. Вот. После установки этой коробки я могу сказать следующее, что первая передача стала длиннее, чем на родной CDX, и это кайф определенный. Дело в том, что я уже около 5-6 лет езжу на этой машине, и стартом со светофора я уже наигрался, это мне не интересно. Да, вот на родной коробке CDX есть большой плюс на первой передаче, если вы стоите рядом с каким-нибудь там GLS, там, либо Infiniti, вы можете ему так кивнуть, эй, типа, давай, я тебя сейчас. Да, действительно, на первой передаче на CDX вы его рванете, и его глаза будут выпучены более чем. Но на второй передаче он уже уйдет от вас подальше. Ну, а что еще надо? Но дело в том, что я наигрался уже и ищу более комфортной езды. Поэтому первая передача DHL от Passat B5, она вообще супер. Она тебе позволяет и по дворам ехать, и после лежачего полицейского ехать на первой передаче. Вот если на CDX коробке я лежачий полицейский переехал, я хочу ехать дальше, но я еду на второй передаче. Почему? Потому что первая действительно только тронутся. Вот. И если вы после лежачего втыкаете первую передачу CDX, у вас двигатель ревет, потому что машина чуть-чуть катится, а вы трогаетесь,
и буквально 4000 оборотов, чтобы вам еще доразогнать машину. А если вы после лежачего со второй передачи едете, двигателю тяжело, он напрягается. Вот. Поэтому тут неоспоримое преимущество коробки DHL от Passat B5. Первая передача, она длиннее и неоспоримый плюс. Да, чуть-чуть медленнее по разгону, но это неоспоримый плюс. Вторая передача сравнимо точно такая же, как на CDX. И третья передача точно такая же. Вот. Четвертая передача вообще супер. Она от 70 км в час до 100-120. Она вот такая вот. Диапазон у нее, разброс большой. В то же время и на пятой передаче вы можете 90 ехать в экономном режиме. То есть первая, вторая, третья, четвертая на этих передачах где-то за городом поездили, вышли на трассу, пятую включили и все. При этом на пятой передаче можно свободно себе разогнаться до 200 км в час. Вот. На четвертой передаче делаем разгон где-то до 160, включаем пятую и пошли дальше до 200. Вот. Это просто для проверки. Я уверен, что никто не ездит на таких скоростях. Но 160 вполне себе скорость. Дальше, самое интересное, на скорости 120, что происходит на пятой передаче. На скорости 120 у вас всего лишь 3000 оборотов. Всего лишь. Это крейсерская нормальная скорость и нормальные обороты. Вот. При этом не нагружается двигатель. Я бы не сказал, что машине тяжело. Ей тяжелее сравнительно с коробкой CDX только на первой передаче. Но я бы сказал, что коробку CDX сделали, первую передачу сделали для того, чтобы вы нагрузили полную машину людей, полный багажник картохи, сзади какой-то прицеп подсоединили и трогались, и смогли тронуться на первой передаче. Либо для горной местности. Но опять же, мы все тут по равнинам ездим. Я не знаю, где горы, может, у кого-то в Абхазии есть машина, да, для них это плюс. Но я не вижу вообще никакой практической необходимости в такой короткой первой передаче. Поэтому DHL это супер. Сейчас мы коротко проедемся. Вы посмотрите на скорость, на обороты на этой коробке. Переделки ничего сложного нет, и, как я уже сказал, все подходит болтон. Коробка DHL, двигатель ABC 2.6. Первая передача. Четвертая передача. Все, я разгон прекратил, просто буду поддерживать скорость и рассказывать. Обратите внимание, это только четвертая передача, скорость 140 км в час, у вас всего лишь 4000 оборотов. Я включаю пятую передачу, 140 км, 3100 оборотов. А вот если вы будете ехать постоянно с крейсерской скоростью, с которой в принципе все ездят, вот, пожалуйста, 2800. Это где-то 125 км в час. При 120 2600. При сотне, это не на скоростных трассах, скажем, каких-нибудь загородных. При сотнях у вас вообще 2100 оборотов на пятой передаче. И самая приятная цифра здесь — это расход топлива. Сейчас немного под горку шли, а сейчас в принципе ровно. Наблюдайте за расходом. Пятая передача, коробка DHL от Passat B5 1.9 TDI. Это реальная цифра расхода. Какого тут нету ни секрета, ничего. Средний расход у меня на этой коробке в основном только город, на трассу редко выезжал. 11,3. Когда 11,5, это я ездил с кондиционером, не тошнил. В городе есть пробки. 283 километра я проехал, и расход 11,3. Уже пошел третий месяц, как я катаюсь на этой коробке.
Я думал, что мне будет хотеться вернуться на родную CDX коробку, как это было, когда я поставил себе шестиступенчатую ARX. Не хватало динамики. Но нет, этого не произошло. Мне, в принципе, все нравится. Расход упал. По городу раньше у меня расход был 13-14 литров. Сейчас он до 12 доходит. Это если нормально ехать, хорошо наваливать. Но если будете поливать там, буквально на каждом светофоре, да, расход вырастет до 14. Но если на CDX коробке также поливать, расход будет 16-17. Что эта коробка немного сдерживает ваш карман за счет более длинной первой передачи. Да и в принципе. По городу на этой коробке также приятно ездить, как и по трассе. Она использует всего лишь две передачи основные, это вторую и третью. Диапазон скоростей от 20 до 70 км в час покрывают с легкостью. Третья передача очень динамичная. Я бы не сказал, что эта коробка какая-то тупая по сравнению с шестиступенчатой ARX. Вот шестиступенчатая для города туповато, а вот DHL самое то. Естественно, первой передачи такого выстрела, как на CDX, уже не будет. Я бы не сказал, что машина плохо разгоняется, вы сами все видели. Тест-драйв по городу я делать в этот раз не буду, поверьте мне на слово. Кто задастся таким вопросом, где взять коробку, я рекомендую искать по разборкам Passat B5, 1.9 TDI, индекс DHL. Подходит и полуоси, и кулиса, и колокол, все подходит. На полуосях у меня трипоид стоит, ромашка так называемая, у 1.9 TDI то же самое. Поэтому вперед, дерзайте. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Сейчас пятая передача. Попробуем максималку разогнать.